Всем здорово, ребят, вы на канале Fire Pyro, и сегодня у нас очень интересный ролик. Как обычно, взрываем петарды, но в таком прям реально крутом месте. Это вот такой вот колодец, ребят. Сейчас немножечко покажем вам его. Так, стрёмно, что туда упадет телефон, но вот как-то так. Сейчас я вам покажу его глубину. Есть у нас вот такая вот палка, собственно, и реально, ребят, очень глубоко, смотрите. Тут лед, конечно, еще остался, но тем не менее. Палка уходит практически полностью. Давайте вынем. Ну, примерно где-то вот до сюда вот воды. Ну что, ребята, и погнали, посмотрим, какие у нас сегодня есть петарды. А они, как обычно, очень даже мощные. Собственно, вторые, третьи, связка, четвертые, но им мы не будем уделять особого внимания, потому что всем известные петарды, и они, ну, не мощные. Также есть вот такие вот шестые, гренадер, от легенды шестой, вот такой вот 10-й гром. И, конечно, 12-й гусарский, ребят, достаточно часто их используем в последнее время в роликах. И, так скажем, гвоздь, ну не знаю, гвоздь, не гвоздь нашей программы, это вот сегодня такая вот римская свеча, тоже решили ее туда зафигачить. Не знаю, что будет, но если она, в принципе, как бы загорится и будет там выбрасывать эти свои искры, вот эта вот вся фигня, то, я думаю, будет достаточно прикольно. Ну, собственно, давайте начинать. Ну что, ребят, начинаем, как всегда, с самого такого небольшого. Это вот такие вот вторые корсары от русского фейерверка. Закину сразу две штучки. Первая, блин, она взорвется сейчас нормально. А, нет, вообще походу не взорвется, ребят. Ладно, у меня их, благо, две штуки. Вот еще одна. Ох, уже какой-то мини-дождичек пошел. Ну что ж, третий корсар дальше. Вот такой тоже от русского фейерверка. Блин, они не тонут, ребят. Слишком легкие петарды, да и плюс они падают на лед. Дальше, как раз пока мы не разбомбили все здесь до уровня воды, запустим вот такую вот связочку из 16 петард. Может быть, она взорвется. Вообще не люблю их под водой взрывать, потому что они никогда не взрываются. Но так как здесь есть еще немножечко льда, то может быть у нас что-то выйдет. Так, она там уже. Кто-то там горит. Сам шнур погорел, главное, центральный, а вот петарды опять же не взорвались. Ну ладно. Дальше у нас тоже не мощная, в принципе, петарда. Вот такая вот. 4 на 2 взрыва. Так как взрыва 2, то они как бы, ну, как будто 2/3 взорвались. Ну, посильнее, но она все равно нет. Провалилась. Но будет ли взрыв? По всей видимости нет. Но не будем тянуть время. Ладно, там уже он такой дымок образовался. И 4-й от какого-то русского фейерверка. Он уже достаточно мощный. Может быть, он уже нам лед прорвет. Так, я не знаю, будет ли он взрываться. Но, бля, это реально уже какой-то фиаско начинает быть. Потому что очень много петард, ребят, уже не взорвалось. Ну ладно, черная метка, я надеюсь, она не подведет. Она еще и мощная, и с эффектом. Ну что, смотрим. Ну, подгляди. О, нифига! Вот это круто. А если она взорвется, вообще... О! Ну все, ребят, по всей видимости, мы расчистили этот колодец. Вообще такой, знаете, как... Я не знаю, в каком-то фильме сказки или что-то типа этого, какие-то врата в другой мир. Ну ладно, сейчас дымок пройдет, продолжим. Ну что, ребят, дальше у нас 6-й от легенды. Я не знаю, может, возьму с собой камеру. Ибо там уже вода, и я бы не хотел, чтобы мне ее залило. Да, все-таки думаю, отойду. Нормально. Нормально, ребят, глубина там ощущается. Блин, там бульканье такое прикольное. Даже дыма, кстати, что-то нету. Ну что, ребят, дальше у нас уже более мощный 6-й, это гренадер. Там он у нас опять глыбами льда все заплыло, но я думаю, мы это сейчас исправим. Загорелся. Кидаем. Не знаю, что. Эх, фига себе, ребят. Вот это очень круто. Но, тем не менее, так достаточно не мощно. Но вот эти вот пузырьки с дымом, это просто, я не знаю, топчик. Ну что, ребят, дальше у нас 10-й гром от Fireworks, реально мощная. И хочу не под воду его кинуть, а прям на лед, чтобы был очень мощный взрыв. Не знаю, получится, он достаточно тяжелый, потому что петарда это.
Получилось, ребят. Не, говорят мне, что уплыла она. Будет взрыв-то у нас, нет? Да, ребят. Опять очень. Так, давайте наблюдать за такой, я не знаю, какой-то химической реакцией, так можно сказать. Но дыма, кстати, достаточно немного. Ну что, ребят, дальше у нас осталось 12-й корсар, вот такие вот гусарские петарды. И, ребят, я решил прям подойти и положить ее лично, так сказать. Во-первых, потому что петарда достаточно дорого стоит, а во-вторых, чтобы она не уплыла. Зажигать. Да, ребят, мне это получилось. Надо отходить подальше. О! Фух, ё-моё. Ребят, не зря подходил. Эх, такое вообще очень круто, очень. Просто посмотрите, как это издалека выглядит. Такое отверстие, я не знаю, как будто какой-то гейзер, что ли, типа того. Ну что, ребят, вот такая вот, собственно, римская свеча у нас. С Новым годом она называется. Сейчас зажгем. Блин, там дымок-то у нас не рассеялся. Давайте попробуем пострелять. Не знаю, если получится, может быть, красивеньких кадров каких-нибудь наделаю. Смотрите, они прям так под воду фигачат. И... Давайте попробуем прям под воду засунуть. Смотрите. Прикольно, ребят, получилось. Ну, как-то так. Ну что, ребят, вот такой вот видеоролик сегодня получился. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тут у нас даже дымочек еще не рассеялся. Ну, также, если хотите подобных видеороликов, обязательно пишите об этом в комментарии. Всем пока, до следующего выпуска.